Всем привет, меня зовут Эдуард Кичигин. Сегодня расскажу про небольшой, но очень интересный проект Magis Leads. А, Это английская студия Hazervik, и меня прям впечатлило то, как они работают с формами, с ритмами, с бионичной структурой, с натуральными материалами. Это круто. Сейчас смотрю, разглядываю и прям не могу не поделиться. Очень симпатичная штука. Посмотрите, какие формы. Обалденно. И изнутри прям перекликается с тем, что снаружи, с тем, что и изнутри. Материал натуральный, дерево, и формы бионичные, и современные, и ритм, и зелень. Так эта структура выглядит с парадного вида на фоне таких зданий и сооружений. Дизайн интерьера, конечно, прям впечатляет. Такая бионичность. Давно не видел столько гармонии в одном месте и столько простых и очень классных решений. Как в деталях круто с лестницей. И также симпатично поддержан балкон. Чуть-чуть другой ракурс экстерьера. Зелень на крыше прекрасно работает. И такое ощущение освещения ламповое. Класс. Вообще зелени в проекте прям море. Снова вернемся к интерьеру. И вот так решена лестница. Те же классные бионичные ребра, как они круто работают на улице, так же они круто работают и изнутри. Дико радуют натуральные материалы, и натуральные материалы очень классно работают с зеленью. Интерьер гармонично насыщен ею. Какая импрессия, какое впечатление. Одновременно и ностальджи, одновременно и нечто космическое, одновременно и дико интересная классная форма, построенная на вот таких вот ребрах. Здесь это частично какие-то 70-е, 80-е годы. Такой old school. Есть небольшой кибок классики. Есть округлое, естественное, очень комфортное пространство. И опять же, супер натуральные материалы. Такие шикарные тени дают правильное расположение зелени. Не нужно очень много, чтобы в этой структуре она смотрелась эффектно. Натуральное дерево, натуральные материалы. Это прекрасно. Смотрите, разве не удивительный ритм, впечатление, импрессия. И все вот эти вот детали. Как же это хорошо. Ситуация в плане между зданием и уличной дорожной ситуацией. Как она выглядит, сейчас покажу поближе. Вот эта структура из 3 небольших зданий и небольшого сада. Я всегда говорил, что зелень в черно-белом варианте выглядит идеально. Ввиду в проекте, конечно. Смотрим на более детализированную ситуацию. Это главная любопытная структура из 3 домиков. Системой лестниц и переходов. Вот в таком виде они относятся к эскизированию ландскейпа. Все просто, ясно, чисто, хорошо. И зона близкая к основной части дороги. Одна зона. Вот тут мы видим систему озеленения крыши. Центральная, то, что сбоку, и то, что впереди. А вот тут разрез. Вся эта система, посаженная на существующий рельеф. Уклон не очень большой, и смотрите, как классно работают вот эти вот формы с такими огромными структурными крышами. Запроектировано больше зелени, чем получилось по факту. Ну, это естественно. Еще один разрез. Любопытно. И большое глобальное понимание ситуации. И очень круто. Также смотрим с другой стороны. Смотрим в деталях пропорциональные соотношения. Очень наглядно, очень просто. И меня, как обычно, радует, что это черно-белое осмысление ситуации. Потому что оно чисто, хорошо, да и вообще прекрасно. Структура вот этих вот симпатичных гнутых ребер. Такой параметрический дизайн. Мне очень это нравится. Сам делал скамейки в параметрике, и они довольно эффектные. Все очень просто, но как работает вживую хорошо.
Те молодцы, кто все это делал. Это студия Хизервик, Лондон. Очень круто. Продолжим углубляться в контекст. Такое скетчевое описание ситуации. Они наскетчили прям всю обстановку района вокруг проекта. Молодцы. Это тот контекст, в который они внесли свою радость. Тут они обозначили какую-то динамику, я не понимаю, это что, преобладающий ветер или что? Или трафик? И такая супер классная анимация по проекту. Каким образом выращивается эта структура рамс. Я, пожалуй, еще раз покажу ее. Это любопытно. И чуть другие ракурсы этих видов. Можно посмотреть поближе. Посмотреть детали. Очень симпатично. Где вот конкретно эта структура используется, я так и не понял, но выглядит хорошо. Параметрика крутая. Если это не просто 3D-визуализация, то, видимо, они делали даже принт вот этими, печатали макет. Интересно. Точно, они макетировали. Классно. Логика и разбредовка по функциональным зонам. Все симпатично и логично. Хорошо выглядят деревянные, умные структуры. И осмысление формы в 3D-моделях. В голом виде этот скелет также прекрасен. Тут же он в реальности. Согласитесь, круто. Хотя меня прям очень интересуют вот эти фотографии со стройки. Вот она жизнь. Вот он генезис настоящий. Так классно. Прям радует. Можно чуть более подробно посмотреть на мастер-план. Смотрите, вот эта структура. Тык-дык, тык-дык, тык-дык. И небольшое драматическое слайд-шоу, вернее видео по тому, как производятся вот эти вот большие симпатичные гнутые формы. Фрезеруются, обрабатываются. Это ЧПУ, большой ЧПУ. Огромный робот старается, работает. Какой молодец. И вот эти структуры в финальном варианте. Нарезанные, готовые к транспортировке. Элементами инсталируются в окружающую структуру. И вот сама чистая структура этого произведения. Напоминает что-то природное, и что-то суперсовременное, и что-то одновременно невероятно ностальгичное. В стадии строительства уже выглядит обалденно. Скетчинг продолжается, но уже по существующей 3D-модели. Это мило. Захватывающая ситуация со стройки. Обожаю. Снова мы возвращаемся к идее интерьера, и он все так же прекрасен. Смотрите, как это хорошо. И драматично, и прекрасно, и вдохновляюще. Структура вырастает, образуется. Вот это пространство, вот эти скетчи. И немного фрагментов с официального видео. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Меня зовут Эдуард Кичигин. Всем чао-чао.